Мы все знаем, что Денис Цыпленков нереально силен. Не человек, а настоящий Халк. Но с другой стороны, все его великие победы были вчера. А сегодня 100-килограммовый Девон Лорат утверждает, что из поединка с Денисом победителем выйдет именно он. Денис похудел и вряд ли сможет составить конкуренцию канадцу. Вторят ему подписчики группы железного рейтинга ВКонтакте. Неужели действительно все так плохо, и Цыпленков уже не тот? Чтобы разобраться в этом вопросе, мы отправились в Ногинск на встречу с Денисом Цыпленковым. Я вовремя вышел. Что ответил чемпион на наши каверзные вопросы, вы узнаете прямо сейчас. Из этого выпуска программы в объективе железного рейтинга. Спонсор выпуска – бренд спортивного питания FitRex. Специально для рукоборцев FitRex представляет многокомпонентный продукт ProFlex, который питает и восстанавливает хрящевую ткань, стимулирует выработку организмом внутрисуставной жидкости, укрепляет связки и сокращает время их восстановления после тренировок и травм. FitRex – это топливо для тех, кто хочет быть за гранью силы. Вот, значит, у нас традиция такая. Гири привозят нам, вот, в принципе, такие. Предпочитаем старье, такое, чтобы ржавое было, такое довоенное. Значит, тут гиря Константинова, вот, набилом у нас есть, значит, зубило с буквами. Они приезжают и сами набивают. Вот гиря, значит, Ловчев, Леха подарил нам. Правда, пришлось заплатить 5 рублей 90 копеек. Ну, ладно, в принципе. И вот гиря от Кокляева, Миша. Мы с вами в клубе 100 пудов, в гостях у Дениса Цыпленкова. Вопросов у нас к Денису очень много. Но начнем с главного. Что он ответит на вызов Лората? Лорат говорит, мы уже долго ждали этот поединок. Он действительно прав. С ним мы уже еще за руку не держались ни разу, поэтому очень хочется. Ну, Денис, как-то это слишком по-доброму, но неубедительно. Мы же знаем, что ты можешь быть жестче. Вы меня спрашиваете, готовлюсь ли я к поединку с Лоратом? Конечно, готовлюсь. Лорат, единственное, я не понимаю, с чего ты решил, что сильнейшим будешь ты. Вот это другое дело. Лорат уже не будет так самоуверен. Хотя все-таки выглядишь ты, Денис, немного похудевшим. Что случилось? Нет, ну если говорить по-честному, то есть у меня в мае был турнир по пауэрлону, потом я неожиданно попал, скажем, в больничку. Сейчас у меня реабилитация 3 месяца, в августе сдаю анализы, консультируемся с доктором, что там да почем. Эта новость не самая радостная. Напомним, что в мае Денис со своей командой занял 2-е место на турнире по пауэрлону, уступив лишь команде Алексея Ловчева. Но этот турнир в итоге вышел нашему герою боком. Единственное, конечно, у меня тогда, когда это случилось, были нагрузки снизу, то есть я делал становую с большими весами. Это тоже как бы сыграло немалую роль в том, что случилось. Но при этом я как бы уже потихоньку тренировался. Единственное, с личным весом чуть-чуть, конечно, я вот его контролирую. 130-133 килограмма. Больше, к сожалению, у меня и лекарства не позволяют. Они все у меня, скажем, мочегонные, чтобы лишняя вода не задерживалась. Но я очень надеюсь, что все будет хорошо. Денис, конечно, все будет хорошо, даже не сомневайся. А раз ты уже тренируешься, было бы здорово понять, а сколько в тебе сейчас этой силушки. Но как это проверить? И тут мы вспомнили про Дмитрия Головинского с его постами о правильном подъеме на бицепс. Судя по последнему видео в инстаграм Дмитрия, он легко сделал 60 на 10. Ну что же, Денис готов поднять на максимум штангу весом в 70 килограммов. Снимаем наш ответ Дмитрию Головинскому, чтобы ему было интереснее тренироваться и готовиться к побитию рекорда Дениса Цыпленкова. Между прочим, именно работа на количество повторений помогла Цыпленкову побить рекорд Сити Флетчера. Было так, чтобы вот за счет количества в следующий раз прибавить силу. Но о том, сколько Денис поднимет сейчас и с каким весом работал при подготовке к рекорду, мы расскажем вам в конце этого выпуска.
самая ручка, которая помогла тебе выиграть Диому Брызенко? Да. То есть эту я ручку использую всегда в тренировках. То есть, в принципе, все ручки, которые необходимы, к сожалению, у меня в другом зале, здесь только такая. Ну, ничего страшного. И такой ручкой можно делать разные движения. Там у меня в зале помощней. Что-то уже рвется. Видимо, здесь армрестеров много объявилось. Раз уж мы заговорили за Джона, стоит вспомнить армфайт Брызенко с Цыпленковым, состоявшийся в 2009 в Лас-Вегасе. Закончился этот армфайт для Дениса разгромным счетом 5-1. И то, что удача будет не на его стороне, наш герой понял с самого начала. Я понял это сразу в первом поединке. Армфайт — это такие турниры, где может решить исход прям первый поединок, да, когда тебя выиграли не быстро, а вот именно медленно, когда все-таки его выносливость превзошла твою. И ты понял то, что ты уже все, никакущий, а твой соперник бодр и свеж. Ну, то есть это моя неопытность, это такие первые шаги в армфайт. Это я только после этого начал анализировать то, что на армфайте нужно готовиться немного по-другому. Для настоящих чемпионов поражение – это всегда повод для работы над собой. Интересно, а какие еще поединки повлияли на стиль борьбы и тренировки Дениса? Наверное, с Лубкасом, с Ричардом, да, когда я встретился, я не ожидал, что у него там крючище такой мощный. Мы когда с ним скрутились, я думал, ну вот попался. Все же говорили, то, что у меня один из сильных крюков, туда лучше не заходить. Но, как оказалось, нет. Вместо того, чтобы я выигрывал, он меня такой утащил на свою сторону. Я такой думаю, елки-палки, вот это я попался. Вот после этого момента я понял, то, что вот нужно все-таки старт начинать заряженной кистью вверх, чтобы не дать возможность закрутиться, потому что можно нарваться на такого, как Ричард. Но мне кажется, то, что вот сильнее крюка я вот, ну, у Дэйва Чаффи тоже хороший. Последний твой поединок с Чаффи мы помним. Ты тогда заставил здорово поволноваться всех своих фанатов. Но раз пошел такой разговор, Денис, а ты можешь составить топ-3 своих самых неудобных соперников? Ну, наверное, все-таки самый сложный – это Майкл Тодд. Ну, на втором месте это Андрей Пушкарь. То есть, ну, его попроще, потому что его главное успеть остановить. Третий, наверное, все-таки Ричард Лубкас. Все-таки вот именно со своей вот этой атакой он мне больше создал проблем, нежели даже Чаффи, да? То есть у них вроде бы борьба одинаковая, но Чаффи где-то вот он проваливался. У Лубкаса этого нету. То есть если мы вот в крюк закрутились, то Ричард Лубкас как танк прет, то есть вот как с ним вот в каждом углу очень тяжело. То есть у тебя приходится отвоевывать каждый сантиметр. Интересно, а вот какое место в этом рейтинге займет Девон Лорат? Или он даже не войдет в этот топ-3? Можно чуть закрутить тогда. Нормально. А ты когда в последний раз спарринговал так, чтобы вот прям тебе тяжело было? Спарринговал? Да, с тобой. Блин, уже давно не спарринговал. Давно. Ну как давно, там полгода, 3 месяца? Побольше. Я вообще не боролся ни с кем. Уже, наверное, год.
Последний раз к столу Денис выходил год назад, в июле 2016-го. Тогда на шоу «Вендетта. Все звезды» в Лас-Вегасе он со счетом 4-2 взял верх над неуступчивым Майклом Монстром Тоддом. То есть я всегда говорил еще перед своим арфайтом, что это, наверное, самый опасный соперник со своим вот этим корявым движением. То есть он вытягивает, как канат, на себя тянет собственным весом. При этом единственное, конечно, наверное, очень больно. То есть получается как болевой, да? То есть, видимо, у него там столько переломов и разрывов, все это заросло, ему уже все равно, потому что даже мои атаки были настолько сильными, все это он терпел, удерживал. Может, он на обезболивающих, конечно, на обезболивающих сидит, я хрен его знает. Мало кто знает, что в январе этого года мог состояться товарищеский поединок Дениса с Дмитрием Трубиным. Но не сложилось. Сначала не было стола, потом появился стол, но не было Дмитрия. Потом у Дениса просто закончились силы. Только у нас там получилась неразбериха, не понимали, будет стол, не будет. В итоге стол появился сам по себе, ну и начали бороться. В итоге Диме уже было отказано, мы уже встречу перенесли на завтра, хотя бы посидеть, кофе попить. Ну и там уже смысла не было его выдергивать. Хотя нам кажется, что это хорошо, что тогда этого поединка не получилось. Ведь сегодня Трубин находится в гораздо более внушительной форме. Правда, Денис уверил нас, что в армии к весу нужно относиться очень осторожно. В 2010 году Нанимиров привез 144 килограмма. Я понял, что больше так делать не надо. Я очень быстро забивался. После этого все-таки я там выводил на Нанимиров до 140 килограмм вес. Все такие, о, вот он, типа не в форме. На самом деле я четко понял, то, что я набираю максимум, сколько смогу. Это всегда за 140 килограмм. Но потом, когда я неделю отдыхаю, дней 10 вообще от всего, да, у меня там максимум жгуты, без силовых нагрузок. То есть я понимаю, что здесь я уже все. Кардио, сколько сойдет, столько сойдет. Вот по 3 килограмма у меня сходило, я чувствовал себя великолепно на соревнованиях. То есть я вот уже начал придерживаться таких правил для себя конкретно. Ну что же, мы уже узнали с вами, какие выводы Денис сделал из своих поражений, почему похудел, а главное, что он думает о вызове на бой от Девона Лората. Если все будет нормально, я готов. А еще должен быть звонок от Игоря Мазуренко. Мы все обсудим, как, чего и как. Ну и уже где-то в середине августа будет окончательно принято решение. Но на этом наши вопросы к Денису не закончились. Нам еще очень хочется понять, почему наш герой никогда не разгибает руки. Почему больше не будет жать лежа, а главное, сколько раз он сможет, стоя у стены, поднять штангу в 70 килограммов. Для Дениса это разминка, а для всех остальных, для нас, для простых смертных, это план на жизнь. Короче, мы работаем. Но для начала давайте уточним у Дениса, согласен ли он с Евгением Шишовым, который в 105-м выпуске «Железного рейтинга» заявил, что в армии все решает именно сила. По сути, к соревнованиям можно подготовиться на одном тренажере, если ты, конечно, профессионал. Я не говорю про любителей, которые еще бороться не могут. Если у тебя все в голове, все твои углы, все твои движения как бы остаются, и то ты можешь и без соперника обойтись. Но раз сила так важна, давайте посмотрим, а сколько этой силы сейчас в Денисе Цыпленкове. Все уже, да. Когда я 113 делал, я делал 100 на 8. У меня была одна тренировка силовая, а вторая вот именно стольник я пытался довести до 10 раз. Было так, чтобы вот сработать за счет количества
следующий раз прибавить силу. Посмотрев на эти подъемы на бицепс, мы не могли не задать вопроса, который мучает всех фанатов Цыпленкова. Денис, а было время, когда твои руки выпрямлялись полностью? Если честно, если спросить у моего тренера по гиревому спорту, я сегодня помню то, что он всегда мне говорил, может, не, конечно, не такие были согнутые, но прям прямого включения никогда не было. Потому что я помню, по гирям выступал, тренер всегда говорил, разгибай, разгибай, у меня не получалось. То есть они меня не засчитывали еще в 5-6 классе. Поэтому я вот смотрю даже на жим лежа в Курске, когда я жал там в 2005 году, у меня разгибалось намного лучше, чем сейчас. Да, жим лежа в исполнении Дениса выглядит и вправду очень специфично. Хотя результат он показывает очень впечатляющий. Давайте хотя бы вспомним его жимовую зарубу с Алексеем Ловчевым, где он осилил 140 на 16 повторений. Но Денис понимает, что этот жим не совсем жим. Смотрю на видео, самому смешно. Это такие жимы. Поэтому я больше выступать по жиму не буду. Стыдно даже. Попробуй выпрямить. Но мы с вами немного отошли от главной темы нашей встречи с Денисом, от предстоящего поединка с Лоратом. И поэтому, Денис, к тебе самый важный вопрос. А как ты думаешь, по какому сценарию пойдет этот поединок? Я буду атаковать как бешеный, а он пытаться удержать, как удав. И будет рассчитывать, конечно, то, что я рано или поздно загружусь, ну и он будет доминировать, ну как над Пушкарем, в принципе. В целом я как бы вижу эту ситуацию так же, как в том поединке с Андрюхой. Ну поэтому буду готовиться именно к такому развитию событий. Раз Денис трезво оценивает свои слабые стороны и сильные стороны своего соперника, значит сможет правильно подготовиться к предстоящему бою. Нам же остается надеяться, что этот бой состоится уже в этом году. После этой долгой интересной беседы с Денисом я понял самое главное, что у нас у всех фанатов армрестлинга есть шанс в ноябре увидеть армфайт Лорат Цыпленков. Шанс есть. Я очень хочу, я настроен, я тренируюсь, реально. То есть у меня уже как бы график упражнений Расписан. тренировочный, конечно, расписан. А вот на той даче, куда ты строишь, там уже есть это место, что куда ты поставишь этот кубок. Выиграл Лората. Я даже не кубок, я памятник поставлю, кубок цементом. А на этом мы с вами прощаемся. Если вам этот выпуск понравился, он вам обязательно понравился, ставьте лайк и поделитесь этим видео со своими друзьями по качалке. А мы прощаемся с вами. До скорых встреч!